Это война посредников, и мы просто иноагенты. Сама такая. Сама обновленная часть Call of Duty берет начало с Warzone, где юзеры собирались играть на карте Верданска, Королевской битвы. Обычный обновленный зов долга, где ничего такого сверхъестественного. Те люди, которые узнали об этой переизданной чате Call of Duty из разных информационных источников и блогеров, которые призваны лишь путать, а не доносить информацию, мягко выражаясь, были намеренно введены в заблуждение. Источники разные, и даже те, которые должны не придерживаться государственно-политической повестки, но все-таки придерживаются. В сюжете игры присутствуют разные отсылки к современным событиям, которые работают на сюжетный фон, а не на общую политическую повестку в целом. Сам сюжетный концепт раскрывает вымышленные события на фоне реального земного шара, как бы намекая на то, что представленные события могли бы происходить не обязательно так, как показано в игре. Российские войска представлены не стопроцентными злодеями, которые совершают разные клише-инциденты и при этом не используют национальных символов государства. Они имеют своего лидера, генерал-полковника, который основывается только на своих принципах и целях, воюет по факту против всех, перегибами на тривиальное клише, считая, что только эти люди террористы, которых рождают местные женщины. Так говорить невежливо. Я по гендеру феминист. Ясно. Но забывая, что не всегда дело террористов, а обстоятельства. 10 лет? Когда все это кончится? Пахнет бредом, паранойей и дурдомом! Подчеркивая, что сюжет Call of Duty строго следует канонам оригинальной трилогии, но с новыми обстоятельствами. Генерал-полковника Баркова понять можно. Он старался не допустить терактов в России, когда по сюжету теракты происходили в европейских столицах. Аллюзии на Сирию, где тоже непонятно, кто с кем воюет, хотя географически Урзбекистан это Абхазия. Как и генерал-полковник Барков, воевали против террористов Аль-Каталы, но при этом были еще повстанцы, которые были против Баркова и с недоверием относились к американцам, что по сюжету выясняется, что и повстанцы попали в список к американцам, а Джон Прайс с его компанией за правое дело воюет под прикрытием ЦРУ. Есть плохие русские, но и с американцами тоже что-то не так. Серая мораль. По сюжету игры можно догадаться, как делаются террористы. Застенки. Командование официально сменило статус сил Фары. Они теперь в списке. Ее пристрелили у него на глазах. В сраном подвале. И все свалят на террористов. Ведь так? Понимаешь, как становятся фарами и ходирами, за которыми стоит капитан Прайс, а за капитаном Прайсом ЦРУ, а за ЦРУ... Это кого он? Нет, так можно и мозг сломать. Даже на войне вы люди. Помните. Сказал он мне. Чтобы не радикализироваться. И не важно, кто тебя допрашивает. Сам Барков не русский, а молдаванин из села Баурчи, когда капитан Прайс вместе с Гариком ехали выручать Баркова, чтобы Аль-Катала не развязала крупную войну убийством его. А ехали они с Питера в ментовской патрульной машине. Крепкая машина. А монтажные вырезки с остановками. И еще можно добавить, что американцы думают, что в России много каменных львов. В этом городе львов больше, чем жителей. Да, если копать под каждым, то и жизни не хватит. Их можно заметить в начале кампании в Верданске на складе и у Баркова в его загородном генеральском домике. Кто-то посмотрел фильм Эльдара Рязанова. А насчет электричества и газа, думаю, даже упоминать не стоит, ну, показать можно. Да, конечно. Конечно. Огроменная труба день и ночь ложится на дно Балтийского моря. Россия даст газу в Европу. Таким образом, переизданная часть Call of Duty не только расширяет границы жанра, но и вызывает необходимость глубокого осмысления конфликтов, с которыми мы сталкиваемся в реальном мире. Подход разработчиков к созданию многослойных персонажей, вызывающих эмпатию и сложных сюжетных ситуаций, позволяет игре выйти за рамки простого развлекательного продукта и стать площадкой для обсуждения значимых социальных и политических вопросов, где непонятно, кто хороший, а кто плохой. В отличие от многих других игр, Modern Warfare демонстрирует, как видеоигры могут стать мощным средством самовыражения и отражения текущих мировых реалий. Сложные моральные дилеммы, с которыми сталкиваются персонажи, заставляют игроков задуматься о своих собственных взглядах и убеждениях. В конечном счете, Call of Duty продолжает оставаться не только иконой игровой индустрии, но и зеркало общества, исследуя, как война и насилие влияют на людей и их судьбы. Он мне не брат. Теперь уже нет. Да, мы не будем братьями.
Ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными. Нам не стать с вами даже... Этой серии игр удается соединить развлечение и размышление, что делает ее значимой частью современного культурного дискурса.